Для вязания нам понадобится 2 крючка. Я взяла 4 мм и 8 мм. Также нам понадобится дно для сумки. Оно может быть у вас любой формы. Я выбрала прямоугольное. У меня дно из итальянской эко-кожи. Оно двустороннее, плотное, аккуратно прошито и имеет тиснение с одной стороны. Также нам понадобится трикотажная пряжа. У меня это трикотажная пряжа Бисквит. Она очень хорошо держит форму и очень красиво смотрится в изделиях. Я буду использовать 3 цвета. Первый цвет называется какао, второй айвори и третий называется пломбир. Ссылку, где вы можете посмотреть кожаную фурнитуру и трикотажную пряжу, я вам оставлю под видео в инфобоксе. Используя промокод 1318, вы сможете сделать заказ со скидкой 5%. Для начала нам нужно обвязать наше уже готовое дно. Я беру цвет какао, он у меня самый темный, и буду начинать вязать с него. Определяемся, какая сторона у нас будет внутри сумки. Я решила, что тиснение у меня будет как раз внутри, поэтому я переворачиваю на другую сторону. Беру крючок 4 мм. Отверстия здесь достаточно маленькие. Если вы возьмете большой крючок, он у вас просто в них не войдет. Берем пряжу. Можно ее немножко даже вытянуть, чтобы она лучше проходила. Начинать, в принципе, можно с любого отверстия. Давайте начну с этого угла. Помещаем крючок. Оставляем небольшой хвостик, который мы потом спрячем. Хватаем крючком пряжу и втягиваем. Свободный конец нити придерживаем, петлю оттягиваем на необходимую нам высоту, чтобы мы комфортно могли обвязать, чтобы она у нас сильно здесь вот не болталась и в то же время не была сильно так затянута. Дальше мы сделали вот воздушную петлю. Дальше. Между двумя отверстиями у нас достаточно приличное расстояние, поэтому мы немножко оттягиваем петлю, которая у нас образовалась на крючке. Немного. И продеваем в следующее отверстие. Крючок, хватаем нить, вытягиваем и провязываем. Вяжем мы сейчас обычными столбиками без накида. Опять немного оттягиваем, чтобы нам хватило до следующего отверстия. Вытягиваем нить, провязываем. Обязательно следите за вот этими косичками, которые между столбиками идут, потому что если они будут слишком маленькие, у вас все будет стягиваться, либо если они будут слишком большие, то у вас будут очень большие вот здесь вот расстояния, отверстия между самими столбиками. И таким образом продолжаем обвязывать все донышко. Я сейчас дойду до угла и здесь вот вместе с вами тоже провяжу. Вот я уже подошла к углу. И еще такой момент. На видео может быть незаметно, но на данном этапе, на этапе обвязки дна, вязание идет достаточно туго, поэтому лучше не брать ни пластиковые, ни деревянные крючки, потому что могут они повредиться, а лучше всего взять металлический. Итак, переходим на угол. И здесь, чтобы у нас все получилось так же красиво и аккуратно, здесь как будто бы отверстие, расстояние между отверстиями идет чуть побольше, поэтому я чуть больше, чем вот здесь, вытягиваю петлю, которая на крючке,
чтобы увеличить расстояние между двумя отверстиями. Если мы сделаем здесь вот маленькую косичку, тогда у нас вот эта петля, вот этот столбик, он будет уходить вправо, будет тянуться к предыдущему столбику. Поэтому мы чуть больше оттягиваем петлю и провязываем. Вот так. Ничего страшного, здесь вот чуть побольше отверстий получаются, потом их видно не будет. Еще раз чуть побольше. Вот так. Вот здесь, видите, немножко как будто бы у меня стремится к предыдущему столбику, но, в принципе, не критично. Если вдруг вас не устроит, можете просто распустить и перевязать. Я сейчас попробую провязать еще следующий. Посмотрим. Нет, в принципе, меня результат устраивает, поэтому я продолжаю обвязывать со всех сторон. Вы тоже обвязываете и встречаемся вот здесь уже ближе к завершению. Я полностью обвязала донышко. Теперь нам нужно завершить ряд. Для этого вот эту петлю последнюю на крючке оттягиваем чуть побольше. Заходим под самую первую косичку между двумя столбиками с обратной стороны. Одеваем петлю на крючок, втягиваем. Хорошенько подтягиваем, чтобы здесь у нас не было слишком длинной косички. Снимаем. Дальше крючком заходим как раз под то место, которое у нас образовалось при втягивании петли. Одеваем петлю на крючок, хватаем рабочую нить и протаскиваем эту рабочую нить через петлю и потом под вот этим местом. Вот так. Делаем воздушную петлю. Теперь я взяла крючок побольше, 8 мм, и продолжу обвязывать весь ряд столбиками без накида. Я почти дошла до угла, и здесь в углу получается, что столбики находятся слишком далеко друг от друга. И чтобы угол не был сильно растянут, я вот здесь в угловой части провяжу не один столбик, а 2 столбика без накида. Вы можете попробовать провязать и без прибавления. Посмотрите, может быть, результат вас устроит. Мне вот кажется, что здесь нужно добавить 1 столбик. Итак, продолжаем обвязывать по кругу. В каждом углу добавляем по 1 столбику без накида. Вот опять я подхожу к угловой части. И провязываю здесь 2 столбика без накида. Довязывайте ряд и встречаемся в конце. Довязали ряд, теперь соединяем. Также оттягиваем петлю, заходим с обратной стороны, одеваем петлю на крючок, втягиваем, снимаем. Заходим под втянутую петлю и одеваем эту петлю на крючок.
Берем рабочую нить и втягиваем. Воздушная петля. Мы сделали переход к следующему ряду. И с этого ряда мы начинаем вывязывать рисунок. Находим слева следующую косичку и рядом с ней столбик с левой стороны. Вот под этот столбик нам нужно будет сейчас провязать. Заводим крючок под столбик, захватываем нить и провязываем столбик без накида. Сразу расправляем все ниточки, чтобы все красиво, аккуратно смотрелось. Дальше находим следующую косичку, провязываем столбик без накида. Дальше опять находим косичку, рядом с ней с левой стороны столбик, под этот столбик провязываем такой более вытянутый столбик без накида. И дальше рисунок у нас чередуется. Крючком 8 мм рисунок получится достаточно свободным, поэтому если хотите, чтобы у вас получилась сумочка поплотнее, можно взять крючок поменьше, 7 мм, возможно даже для какой-то пряжи подойдет и 6 мм. Я сейчас попробую сменить крючок на 7 мм. И продолжим провязывать рисунок. Нахожу следующую косичку, провязываю столбик без накида. Дальше следующая косичка, слева столбик, под него провязываем столбик без накида. И так продолжаем вязать до конца ряда. Вот здесь, когда мы подходим к углу, у нас провязан будет один столбик. И дальше у нас получается, что два столбика разделяют одно отверстие. Вот в это отверстие мы и провязываем. Вот так. И дальше косичка идет следующая, вот эта, от следующего столбика. Дальше как обычно. Так провязываем в каждом углу. Край у нас уже начинает заворачиваться. Вяжем до конца ряда. Довязали ряд и будем соединять. Обязательно проверьте, чтобы у вас все совпадало. Должно быть чередование обычного столбика без накида и более вытянутого. Вот у меня обычный, более вытянутый, и следом самый первый, который у нас получился. Соединяем. Оттягиваем петлю. Точно так же с обратной стороны под косичку заходим. Втягиваем петлю, крючок помещаем под столбик, одеваем петлю на крючок, хватаем рабочую нить, втягиваем ее в петлю и выводим под столбиком. Воздушная петля. Ряд у нас начался с вытянутой петли без накида. Дальше вяжем по рисунку. После вытянутой петли у нас идет столбик без накида обычный. Дальше следующая косичка, рядом с ней столбик, под него. Дальше снова столбик без накида, затем вытянутый столбик. И так продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Довязали ряд и соединяем.
Закончили мы этот ряд столбиком без накида обычным. Соединяем точно так же. Только в этот раз мы начнем ряд с обычного столбика. Смотрим. Здесь у нас в следующем ряду будет вытянутый столбик, и после него должен идти обычный. Как раз вот здесь, под этой косичкой, мы и начинаем ряд обычным столбиком без накида. Вытягиваем и воздушная петля. Первый столбик у нас готов. Дальше пропускаем косичку и под обычный столбик провязываем вытянутый. Итак, ряды у нас чередуются. После соединения мы начинаем ряд либо с обычного столбика без накида, либо с вытянутого. Таким образом, если у нас ряд заканчивается обычным столбиком без накида, то и следующий ряд у нас начинается обычным столбиком без накида. Если ряд заканчивается вытянутым столбиком, то и следующий ряд мы начинаем с вытянутого столбика. Таким образом, продолжаем вязать дальше необходимое количество рядов в высоту. Я сейчас вяжу несколько рядов и потом покажу вам, как я буду переходить на другой цвет нити. Итак, я провязала в высоту 8 рядов, у меня получилось примерно 8 сантиметров с небольшим. И теперь я хочу сменить цвет. Этот цвет был какао, теперь я поменяю его на чуть более светлый цвет айвори. Нам нужно соединить ряд точно таким же способом. Оттягиваем петлю. Так, смотрим, ряд у нас заканчивался обычным столбиком без накида, значит, начинаем мы тоже его обычным столбиком без накида. Помещаем, как обычно, крючок под нить и одеваем петлю. Дальше берем новый цвет, оставляем небольшой хвостик, чтобы потом его ввязать, захватываем нить и уже новой нитью мы провязываем, втягиваем эту новую нить в петлю и вот сюда под нить. Делаем воздушную петлю. Нитку цвета какао мы обрезаем, тоже оставляем небольшой хвостик, и потом они у нас вяжутся в ряд. Дальше вязание у нас продолжается, точно так же, как и в предыдущих рядах. Подтягиваем 2 нити, можно их между собой перекрутить. И теперь продолжаем вязать. При этом нити у нас должны быть поверх косички. Сейчас мы будем вязать обычный столбик без накида. Помещаем его под косичку и под 2 нити. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Дальше снова вытянутый столбик. Итак, я провязала по рисунку 6 рядов первым цветом, 6 рядов вторым цветом и цветом пломбир светлым я провязала 5 рядов. После того, как провязали 5 рядов, ряд точно так же соединяем. Соединяем, делаем воздушную петлю. И весь следующий ряд мы провязываем обычными столбиками без накида, провязывая под каждую косичку.
провязываете ряд до конца и потом встречаемся. Итак, провязали ряд, и в следующем ряду нам нужно будет уже начать формировать ручки. Для этого нам нужно определиться, где будет начинаться и заканчиваться ручка. Я посчитала, всего у нас получилось 60 столбиков. Сумочку складываем пополам, прямо сгибаем с одной и с другой стороны, и получается, что у нас здесь делится ровно пополам. Я отсчитала с каждой стороны по 9 столбиков с этой стороны и 9 столбиков с этой стороны. И на 9 столбике за косичку, на косичку я повесила маркер. Отмерили с каждой стороны по 9, и у нас между двумя маркерами должно остаться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбиков. Следующий ряд мы будем вязать столбиками в раскол, то есть будем вязать не под косичку, а в центр столбика. Поэтому перейти к следующему ряду нам нужно будет немного другим способом, отличающимся от предыдущих рядов. Мы оттягиваем петлю. Дальше заходим с обратной стороны косички, как обычно. Петлю втягиваем, снимаем с крючка. Дальше смотрим. Рабочую нить переводим перед втянутой петлей. Вот так. Дальше смотрим. Вот та косичка, под которую мы втянули петлю. Находим с левой стороны столбик. Вот у нас идет столбик. И в центр столбика помещаем крючок. Вот у нас столбик. В центр помещаем. С обратной стороны у нас крючок выходит под перемычкой и между вот этих двух ножек столбика. Придерживаем нить. Она у нас должна находиться, рабочая нить, между втянутой петлей и крючком. Одеваем петлю на крючок и втягиваем вот сюда в столбик. Дальше подтягиваем ниточку рабочую и делаем воздушную петлю. Вот так. У нас получилась новая галочка в новом ряду. И теперь мы продолжаем вязать ряд дальше, пока не дойдем до маркера. Здесь нам осталось провязать еще столбик. Точно так же заходим в центр столбика и провязываем галочку. Вот так. Дошли до маркера, и в столбик, который у нас под косичкой, которая отмечена маркером, мы тоже провязываем галочку. Маркер пока можно не снимать. Вот сюда тоже провязываем галочку. Вот так. И теперь нам нужно будет провязать цепочку из воздушных петель и начать формировать ручку. Длина воздушной цепочки будет зависеть от того, насколько длинными вы хотите, чтобы ваши ручки оказались в итоге. Между двумя маркерами у нас расстояние 12 столбиков. Это значит, что ваша воздушная цепочка должна быть не меньше 12. Итак, я набрала 30 воздушных петель. Если кто-то не знает, как набирать воздушные петли, я покажу вам со второй стороны. Важно, когда будете определяться с длиной ручки, то есть, возможно, вы захотите носить сумку в руках, возможно, вам нужно будет ручки подлиннее, чтобы можно было одеть на плечо. Важно обратить внимание на тот момент, что трикотажная пряжа имеет свойство вытягиваться, поэтому ручки у вас могут немного вытянуться и будут длиннее, чем изначально. Поэтому учитывайте этот момент, когда будете выбирать, определяться с размером, с длиной ручек. Вот я провязала 30 воздушных петель. И теперь нахожу косичку, где у меня маркер, и в столбик, который находится под этой косичкой, в центр столбика, вот так, я провязываю снова галочку.
делаем эту галочку потуже, опять же, чтобы у нас ничего не растягивалось. И теперь дальше вяжем в каждый столбик, раскалывая его пополам, провязывая галочки до следующего маркера. Провязывайте и на той стороне встречаемся. Вот я дошла до маркера, и в столбик под косичкой с маркером я тоже провязываю галочку. Но делаю эту галочку немножко потуже. Вот так. И теперь набираем 30 воздушных петель. Хватаем рабочую нить и втягиваем ее в петлю. У нас образовалась еще одна петля на крючке. Петля, которая образовалась на крючке, у нас должна быть не длинной. Мы хорошенько подтягиваем нить для того, чтобы у нас максимально туго вязались воздушные петли. Снова хватаем рабочую нить, втягиваем в петлю и считаем. Мы уже сделали 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Вяжем, пока у нас не будет 30 воздушных петель. И дальше делаем все то же самое, прикрепляем с этой стороны галочкой и довязываем ряд до конца. Довязали ряд, соединяем, оттягиваем петлю, точно так же, как и в предыдущем ряду. Заходим с обратной стороны, втягиваем петлю. Дальше переводим рабочую нить вперед, находим галочку с левой стороны, заходим, одеваем петлю на крючок. Смотрите, чтобы у вас рабочая нить была между петлей и крючком. Втягиваем, подтягиваем рабочую нить, делаем воздушную петлю. Вот так. Дальше в следующую петлю, точнее в следующую галочку провязываем очередную галочку. Вот так. Дальше переходим к цепочке. Здесь нам в каждую косичку нужно провязать по одному столбику без накида. Вязать будем за заднюю стенку косички. Вот у нас идет первая косичка. Заходим в центр. Вот у нас получается нижняя часть и верхняя. Заходим в центр, хватаем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Дальше находим следующую косичку. Заходим в центр, хватаем нить, провязываем столбик без накида. Старайтесь вязать потуже, подтягивая петлю на крючке. Дальше находим следующую косичку. Хватаем рабочую нить, провязываем. Итак, вяжем всю воздушную цепочку. Затем, когда доходим до галочки после маркера, вяжем узором галочка. И затем все то же самое повторяем и с другой стороны. Встречаемся уже в конце ряда. Вот что у нас получается. Светлым цветом я больше вязать не буду. Я дошла до конца ряда. И сейчас ряд соединю и сформирую вот здесь косичку. Немножко ниточки оставляем, обрезаем. Вытягиваем. Берем крючок, заходим с обратной стороны. Втягиваем рабочую нить. Затем вот здесь с изнаночной стороны заходим под перемычку.
и в центр косички. Вот так. Хватаем рабочую нить и втягиваем. Теперь эту ниточку нам нужно закрепить и спрятать ее между нитями. Вводим ее вот сюда и вот здесь с помощью крючка прячем. И теперь нам осталось связать завершающий ряд. Я беру самый первый цвет, которым вязала, оставляю небольшой хвостик и начну где-нибудь сбоку. Крючок помещаю под косичку, хватаю нить, втягиваю. Вот этот кончик мы потом спрячем. Смотрим дальше. Крючок помещаем под соседнюю косичку, хватаем рабочую нить, вытягиваем. У нас образовалось 2 петли на крючке, протягиваем одну петлю через другую. Дальше заходим под следующую косичку, достаем петлю, протягиваем одну через другую. Дальше проделываем все то же самое. Дальше повторяем все то же самое, пока не доходим до места, где у нас начинается ручка. Так, смотрим. Вот сюда мы еще делаем косичку. И с этого места мы провязываем столбики без накида, только вяжем их не под косичку, а будем обвязывать всю ручку. Заходим под ручку, достаем нить и провязываем обычный столбик без накида. Старайтесь вязать поплотнее, чтобы у вас светлый цвет не просвечивал. И таким образом продолжаем обвязывать всю ручку. Когда закончите обвязывать ручку, переходите на эту сторону, делаете здесь такую же декоративную косичку, затем то же самое повторяете и на другой стороне. Когда подходите к концу ряда и уже закончили обвязывать, ниточку обрезаем и также сформируем сейчас косичку. Вытаскиваем, заходим здесь под обе стенки косички, можно взять крючок поменьше, чтобы сильно не растягивать нити. Хватаем рабочую нить, протягиваем, точнее с другой стороны. Вот так. Затем с изнаночной стороны также заходим вот под эту перемычку и здесь заходим в центр косички, хватаем рабочую нить и втягиваем. У нас сформировалась последняя косичка.